Приветствую, дорогие зрители моего канала. Как ваши дела? Как ваше настроение? Сегодня у нас прямой эфир с Мируэрт, нашим внештатным корреспондентом. Здравствуйте, Мируэрт! Наконец-то у нас получилось. У нас Да, получается прямой эфир. Как ваше настроение? хорошо, отлично все. Ага. Вот, приготовила желтый рюкзак. Мируэрт будет вот с этим желтым рюкзаком. Вот. Вы запомните, пожалуйста, лицо Мируэрт. Мы напишем номер телефона под нашим видео, сейчас под нашим прямым эфиром. И вот этот желтый рюкзак. Я буду Составляющие. в куртке Ага, белой, длинной, чтобы в хорошо. темноте было видно. Хорошо, хорошо. Опознавательный такой знак, да? Белая какая-то Да. будет куртка у вас. Ага, хорошо. Дорогие друзья, ну все, давайте начнем наш прямой эфир. Я очень рада, что вы присоединились к нашему прямому эфиру. Сегодня на связи у нас Шымкент, Казахстан, наш внештатный корреспондент Мируэрт. Здравствуйте, Мируэрт, еще раз. Всем привет. Сәлеметсіз бе? Да. Саламатсыздар. Шымкенттен жалынды сәлем. Ага. Так, салем вам из Сан-Франциско, нашей большой диаспоры казахской. Я могу говорить от их лица, потому что мы уже собирались на мероприятие, посвященное Димашу Кудайбергену, на его день рождения в Голден-Гейт-парке. Поэтому от нашей диаспоры вам большой привет из Рахмет, рахмет. Америки, из Сан-Франциско. Дорогие друзья, вот сейчас я хотела бы поговорить с вами по нескольким основным пунктам. Во-первых, Мируэрт является внештатным корреспондентом нашего канала. Мы не работаем ни на какие каналы, ни на государственные, ни на частные. Мы делаем это от своей души, потому что мы любим Димаша Кудайбергена, мы являемся просто дирс. Это сразу же, если Да, у вас возникнут вопросы. Правильно, Мируэрт? да, 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 да. Это все на общественных началах, на голом энтузиазме. Это мы делаем для себя, для тех, кто не может приехать на концерт. Я буду вот все, что я буду снимать, я все буду выкладывать в Инстаграме, потом в Ютубе. И Жанна, в свою очередь, тоже будет выставлять это все на своих каналах, на своих пабликах. Очень Хорошо. рада, я очень рада быть каким-то проводником для вас, для людей, кто вот не может в этот раз приехать на концерт. Ну, надеюсь, мы на других концертах будем еще встречаться. Следующий, второй момент. Я хотела бы спросить у Мируэрт, что-нибудь изменилось с нашего первого эфира? У вас появились какие-то эмоции с этого момента? К вам кто-то звонил, кто-то спрашивал о вас, куда едете, с какой целью, что вы будете делать? Кто-то, может быть, был мотивирован этим и просто похвалил вас за то, что вы такая молодец, что вы, значит, на общественных началах едете, чтобы поддержать дирс всей страны, Казахстана и вообще всего мира и присоединиться к концерту Димаша Кудайбергена. Да, конечно, самые главные эмоции, которые это были после первого эфира, я не могла потом всю ночь уснуть. Я все в голове перебирала, мы же все думали, какой опознавательный знак нам нужно придумать. Ну, в общем, мы остановились на этом желтом рюкзаке. И как только вы выложили в своих пабликах контактный мой телефон, ко мне позвонила одна женщина, Сара ее зовут, с Каменогорск, она с Казахстана. Сара, Абай, привет вам, персональный. И она, оказывается, она ваша подписчица, и она читает часто мои комментарии, которые я пишу под вашими видео, в стихах, просьб, в общем, все комментарии. И она меня так благодарила, я была так растрогана, это настолько у меня первый раз такой был прямой разговор с Дерс, потому что, конечно, я со многими переписывалась, но вот это вот было, конечно, не забываю, мы все где-то около часа разговаривали, минут 40 точно. А потом я заметила, у меня стали увеличиваться подписка, уже 10 человек новых подписались с первого дня нашего эфира.
уже 10 человек, и вчера вот все мои знакомые тоже мне отписались, я вижу там вас, под вашим видео комментарии, мои знакомые тоже пишут. Я смотрю, Димаш не может, не оставляет никого равнодушным, даже те, кто не едут на концерт, они все равно болеют, радуются за тех, кто сможет поехать. Я очень рада быть вот этой какой-то ниточкой между вами и Димашем на концерте. Замечательно. Да, друзья мои, вот видите, я еще раз говорю, у меня большое количество подписчиков, я 4 года уже работаю над каналом, и делаю я все это на общественных началах, потому что мы любим все Димаша, и поэтому я и говорю, вот видите, сразу же стали поступать вам звонки, что так, что даже вы ночью не спали. А я заглядываю, мне же высылают ссылочку на новости, те, кто подписан на меня. Смотрю, вроде у вас 2 часа ночи, а значит, Мируэль сидит, стихи читает и выкладывает это в своем ютубе. Я не могу понять, что такое, что случилось с Мируэль. А теперь вот она объяснила, что она, кажется, не могла спать ночью, потому что люди звонили, выражали свои эмоции. Вы 40 минут разговаривали с Дирс из Усть-Каменогорска. Какая же вы молодец, как мы любим вас, Мируэль, за то, что вы так поддерживаете всех нас. Вот я не могу приехать, потому что я сейчас нахожусь в Америке, но я обязательно, как только у меня будет возможность, я буду присутствовать на одном из концертов Димаша Кудайбергена. Может быть, это будет Дюссельдорф, не знаю. Но я там буду вести сама уже прямые эфиры, и вы можете ко мне подходить, мы будем общаться. Вот. Еще что вы, Мируэль, можете нам сказать за это время, что произошло? Ну что, мы готовы, вернее, я уже готова, я уже собрала вещи, потому что мы уже, так завтра 11, мы уже 12 выезжаем. Я долго думала, что я могу снимать, как я могу это делать. Сегодня я купила Powerbank, на всякий случай, вдруг, чтобы не разрядился телефон, потому что мне хочется снять прям каждую минуту то, что будет происходить на сцене. Другое дело, что это нельзя выкладывать в полном объеме в некоторых пабликах, но мы постараемся снять все сливки и показать вам самые интересные моменты. Друзья мои, за моей спиной в окне вы сейчас видите, это Сан-Франциско, город, это даунтаун, центр города. Вот, посмотрите, пожалуйста, я специально так сяду, чтобы вы видели. Друзья мои, я хочу сказать, что мы договорились с Мируэль, что Мируэль будет выкладывать и давать нам информацию с того момента, как Мируэль выйдет из Шымкента в Астану. То есть она будет показывать нам дорогу, она будет показывать нам всех дирс, которые будут также выезжать с Шымкента в Усть-Каменогорск и будут присоединяться к Мируэль. Друзья мои, не забудьте, пожалуйста, те дирс, которые находятся в Шымкенте, попробуйте уже по дороге присоединиться к Мируэль. И еще, друзья мои, когда идет концерт, тогда перекрывают всю техническую составляющую, чтобы люди не могли делать, ну, как это сказать, прямые эфиры. Поэтому во время концерта прямого эфира, скорее всего, не будет. Но будут после концерта, мы будем выкладывать видео наши на нашем канале, на YouTube-канале, в Инстаграме. Ну, в общем, подписывайтесь и в Инстаграм, и к Мируэль, и ко мне. И оттуда смотрите, что происходит на концерте Димаша Кудайбергена. Вот, дорогие друзья, вот это вот самое главное, что мы хотели сказать. И еще, я еще раз говорю, что мы находимся в Америке, и мы хотим держать связь с вами. Пожалуйста, держите вот эту связь с нами. Мы предлагаем вам студенческую визу. Она имеет возможность приехать сюда, это такой же, как мостик между, значит, иммиграционной и неиммиграционной визой. Вы можете попробовать, я уже говорила на своем канале, замужество, виза невесты, жениха существует. Пожалуйста, приезжайте, идите на сайты знакомств, ну, конечно, с головой. Надо уметь, значит, тоже разбираться в людях. Встречайтесь здесь, ищите себе жениха, невесту. Идите искать работу, можно найти рабочую визу. И много-много других виз существует. Пробуйте, друзья, становитесь тоже американцем и вступайте в нашу диаспору казахскую. У нас прекрасная казахская диаспора. Мы каждый раз делаем какие-то пикники,
мы встречаемся очень часто, мы очень дружны. Так же, как и в Казахстане, все люди дружны. Правда ведь, Мира? Да. Мы очень Да, мы открыты ко всему будем, миру. конечно, содействовать, будем сотрудничать. В общем, какие будут вопросы, можете писать мне или к Жанина в личку пишите. Да, друзья мои, я хочу сказать, что Мируэрт является не только моим корреспондентом сейчас в данный момент, не штатным, я еще раз подчеркиваю, но Мируэрт является еще и моим агентом. В Шымкенте мы сейчас открываем первую агентскую независимую такую вот фирму, да, деятельность которой будет заключаться в том, чтобы помогать вам приобретать студенческую визу. Цены договорные. Это не какие-то высокие цены заоблачные, цены договорные. Мы понимаем, что сейчас война. И в связи с этим люди, кто-то бежит из своей страны, кто-то мигрирует по каким-то другим причинам. Пожалуйста, обращайтесь к Мируэрт. Телефон мы дадим под видео сейчас, вот под нашим прямым эфиром. Теперь давайте, Мируэрт, посмотрим, кто к нам сейчас подписался. И я вот сейчас закончу свою мысль. Я сказала, что Казахстан всегда открыт, он всегда дружелюбен, он всегда говорит welcome to Казахстан, говорит Димаш. Вы согласны с этим мнением? Да. У нас самая гостеприимная страна, мы всегда готовы принять всех людей. Сейчас вот проходит Игорь Кочевников тоже в Астане. Ну, мы присоединимся уже 13 числа. И я думаю, все, кто посетил, вот мы сейчас видим видео, выкладывают, да, с других стран, вот именно иностранцы. И некоторые, оказывается, не первый раз в Казахстане, кто-то начинает учить язык казахский. Именно благодаря Димашу. Димаш раскрывает Казахстан для всего мира. И, естественно, мы это всегда поддерживаем. Да. Друзья мои, я уже выложила на своем канале Эстер, которая приехала со Швейцарии. Она делает очень хорошие выкладки. Я вот ее тоже благодарю. Как только я поеду на концерт сама, я постараюсь с ней связаться. Она просто очень правильно делает, что все это выкладывает на своем канале. Кроме того, она была гостьей, оказывается, на одном из государственных каналов Казахстана, где ей задали множество вопросов. Пожалуйста, посмотрите. Я сегодня смотрела как раз эту передачу. Да, это есть на моем канале. Смотрите, пожалуйста, не только видео, но и смотрите также сообщество, там, где я выкладываю фотографии и пишу ссылочки. Что, вы тоже видели, да? Что, Мируэрт, что скажете? Да, я смотрела. Я сегодня смотрела, и мне было очень приятно, что она говорила, конечно, там был переводчик, но некоторые моменты она прям сама говорила на казахском, особенно когда она себя представляла, она сказала, что вот у нее есть дети, у нее есть внук один, и она все это говорит на казахском, это было очень приятно. Понять, что ей, я не знаю, сколько лет, но где-то больше 60, наверное, и она учит язык, невзирая на то, что, как некоторые говорят, ой, мне уже поздно. Она вообще о возрасте не думает. Ей просто вот настолько вот уважение к своему кумиру, она стала изучать язык. Друзья, пожалуйста, напишите, из каких вы стран. Мы хотим знать. Прямо быстренько сейчас напишите. Да. Из каких стран вы сейчас пишете нам в прямом эфире? Кто? Я вижу только из Украины один человек. Это Андрей, Телеграм и так далее. Пожалуйста, напишите, из каких стран вы. Друзья мои, ну мы, наверное, на этом сейчас завершим наш прямой эфир, потому что, в принципе, очень большая работа. Сегодня мы завершим на этом прямой эфир. Нам просто хотелось бы узнать эмоции нашей Мируэрт, потому что Мируэрт — это основной, так скажем, мост между Америкой и Казахстаном, Астаной, вот, друзья мои. Все, тогда вот сейчас мы еще раз посмотрим. Так, Гульнара Кадырбек, Казахстан. Здравствуйте, Гульнара. Гульнара постоянный ведущий, соведущий нашего канала. Замечательно. Да. Какого города Казахстан? Салматы. Гульнара Салматы. Значит, Украина, я уже сказала, Андрей. Ага. Ну, все, друзья мои, присоединяйтесь к нашим следующим прямым эфирам. Все, до следующих встреч, до свидания, сау полнос.